прямо. Мы находимся в провинции Ханьхо, в интересном таком месте, в загородном. Это одна из самых популярных локаций. Локация водопады Бахо называется. Билет стоит сюда вход 100 тысяч донгов. Я здесь уже, конечно, был один раз в 2018 году, но после этого было много здесь изменений. Здесь очень много отреставрировали, построили перед коронавирусом, перед всей этой историей, когда все локации были заброшены. Мы сейчас заехали, парковка даже новенькая. Давайте сейчас проверим, посмотрим, что здесь новенького, что здесь интересного на этих водопадах и на всей этой локации. Водопады Бахо – это туристическая локация, расположенная в 25 километрах от Ничанга. Здесь проходит русло горной речки, которая течет среди огромных камней. Стекая, река местами образует водопады, а из скапливающейся воды среди валунов получаются небольшие водоемы. Туристам доступны для посещения 3 ступени с этими природными бассейнами, расположенными ближе к подножию горы. Поэтому это место и назвали Бахо, что переводится с вьетнамского языка как «три озера». С 2015 года это место начала облагораживать частная компания, которая организовала в джунглях у подножия горы полноценный туристический комплекс. Они сделали посещение этого места более доступным для всех желающих и облегчили проход к природным бассейнам с водопадами. Вдоль реки здесь проложена укрепленная дорога, а к водоемам можно попасть за счет металлических скоб в камнях и веревок. Сегодня мы попробуем пройти ко всем 3 озерам, посмотрим, насколько сложно туда добираться, можно ли пройти дальше в гору, вверх по реке, туда, где уже нет никаких меток для туристов. Ну и посмотрим, чем тут еще можно заняться на облагороженной территории парка внизу у живописной реки. Кстати, кто не знает, меня зовут Илья, а это Тили, мы сюда приехали вместе. Обязательно, кто сюда поедет, возьмите с собой воды, чтобы попить. Всегда воды нужно. Я тем более еще кофе сейчас выпил, он меня начинает сушить во рту. А еще рекомендую приобрести вот такую закрытую обувь. Во Вьетнаме продается такая обувь прорезиненная, клетчатая. Я уже несколько таких ботиночек сменил. Они обычно синего цвета, но вот тут мы нашли черные, и я в них щеголяю в этих ботинках. Особенно классно, когда ты вот в такие места едешь, где по камням надо ползать. Тили даже не ожидала, говорит, что вообще не думала, не готовилась, что тут надо где-то ползать, и она не рассчитывала на это. Может быть, даже не поехала. Но все-таки я ее уговорил, чтобы поехать. Она здесь ни разу не была. Когда мы были здесь в прошлый раз, много довольно-таки карабкались. Ну что, давайте посмотрим, пообозреваем. Что самое интересное еще, что здесь достроили. Когда мы были, здесь все это строилось. Вот мы сейчас видим здесь бунгало. Можно арендовать, то есть тут как отель. Многие люди приезжают сюда даже не по озеру, поэтому погулять по озерам, по водопадам, карабкаться, а просто как уединиться в отельчик в такой за городом на берегу реки, живописной, красивой, где пальмы. В этих бунгалах внутри просто расположена большая такая кровать посередине, небольшой диванчик и выход сразу же на просторный балкон со стульчиком, столиком и удобный туалет, душевая такая. Вот тут бассейн даже мы видим, можно купаться. Но мы сейчас прогуляемся и потом вернемся сюда. Прогуливаясь вдоль речки, попадаешь вот на такую тропинку. Здесь прохладненько, хорошо. Погода сейчас немножко такая непонятная. Облачно очень в небе. Солнце сильно не жарит, но сквозь облака все-таки пробивается жара. Так, душно слегка. И поэтому прогуляться вот именно в тени деревьев намного приятнее и полегче. Вот здесь указатели. Что здесь? Какой-то трекинг. Путь, но он перекрыт сейчас. Вот здесь ворота для трекинга. Дальше водопад. Повар какой-то. Наверное, здесь, да, ресторан. Kaohsiung Restaurant. Камушки какие-то нарисованы.
и restroom, туалет. Какие-то цветные камни здесь нас сейчас ожидают. Мы сейчас поднимаемся наверх, в тени вот этих деревьев, по этой дорожке. Но рядом вот этот трекинг-вей, который параллельно нам идет, он как раз идет по реке, и люди там вроде как купаются. Что там происходит? Какое-то сено здесь хранится. Для кого только? Качелька, и вот мы выходим здесь как раз на солнце, на берег этой реки горной. Туристы здесь тоже нам повстречались. А, вот эта позиция, ресторан. Какой-то здесь ресторан, что-то можно заказать. Давайте посмотрим цены, какие у них есть. Есть лапша, ну, скорее всего, это лапша быстрорастворимая, с говядиной, с яйцом, с морепродуктами. В общем, вот цены 50, 40, 50, 70 тысяч донгов. Ну, вот такие цены от 50, от 40 до 150 примерно. Вот тут 165 рыба кобия. Жареный крокодил с рыбным соусом 120. Страус 150, свинина 155. В принципе, нормальные цены, можно здесь и кушать. Пиво по 20-ке. Умеренные цены, не запредельные. Можно сюда приезжать спокойно с компанией, ночевать. Можно, да, так на природе, кому интересно, чисто вот сюда съездить. Тут даже места для мангала. Жарить можно. Свою еду или обязательно заказывать, точно пока непонятно. Но место максимально живописное, очень классно. Вот все, что мы сейчас проходим, вот эти все места, камушки. По водичке можно по этой пройтись. Вода-то холодная. Вот для чего я и говорил, нужны ботинки, потому что здесь везде камни. Ну что, я по реке пойду, а вы идите по песку. Я как настоящий тревел-испытатель. Это мне напоминает деревню, у нас тоже речка такая была. Нужно ее было переходить. Да, вот это прикольно. So let's go. So this is the place? Where is the colorful stone? Yeah, we should walk. Тут вот столики. Хочешь каменный, хочешь деревянный там с зонтиком. Можно было прям еду взять. Ну, дальше дорога продвигается отсюда. Такая же. Кстати, можно по реке нормально пройтись. Я-то думал, она дальше идет вот так, вдоль реки здесь дорога. А она все равно по кустам идет. They're colorful stone. Let's go to find. Вот мы дошли еще до следующей площадки. Здесь тоже так интересно. Тоже мангалы можно здесь установить. Поддоны деревянные. Качельки с канатами. Часто так бывает, что природные локации, когда люди вмешиваются, могут только испортить их. И они не такие красивые становятся. Но вот здесь, в принципе, так облагорожено неплохо. Пройтись по этой горной речке.
Интересно, в принципе, вдоль нее. Конечно, если по дикой вот этой реке идти, было бы совсем неудобно. А так вот люди сделали туристическую такую тропу из бетонных плит, выложенную. Нормально. Вот мы вышли к концу этой дорожки. Здесь сидят группа вьетнамок, которые отдыхают здесь. Они пришли со своей едой, приехали на эту территорию. И вот здесь начинается самый экшен, когда карабкаться нужно уже по камням конкретно. И здесь уже надо реально ползти. From here I need to climb there and there I can swim. Вот отсюда нам нужно пройти к началу этой реки. Ну не к началу, а выше, выше, выше туда карабкаться. Сейчас как мы пойдем с камерой, это непонятно пока что. We will come there. Maybe they color some stones there. Я знаю, что думаю. Можете ее на голову камеру прицепить. У нас сейчас оператор Максим продвигается вперед. О, вот здесь балкончик такой. А там еще где-то по канату надо будет дальше подниматься. Чё? По веревке, да. Там есть такая тема. Да, все сюда ездят. И постоянно на байках самостоятельно. И на экскурсии сюда ездят совмещенные, несколько локаций. Также здесь еще недалеко расположены острова. Остров обезьян, экскурсия, локация. И так называемый остров Орхидей. Остров Орхидей — это не остров даже, а большой полуостров. Просто на нем, на маленьком таком побережье со своим пляжем, там сделан, организован парк, который называют остров Орхидей. Хуалан. Окей. Ну а мы тем временем пришли вот к такому озеру с маленьким водопадом. Здесь написано даже First Lake Ho Mot по-вьетнамски. First Lake. We jump from here, yeah? Jump here? Да. Where? From where? Отсюда. Отсюда, что ли? Туда. Да, вот здесь прыгать можно. Let's go to another. This is only first. Нам туда. Это отсюда прыгать можно. Ну-ка, засними. О! А, во! Да, вон дорога, я же говорю. Okay, okay. Oh my God, like this? Yeah. Like no one else. Yes. Okay. Охренеть, здесь ущелье такое. Аж голова кругом. Держи за веревку. Это что, прикольно с веревкой? Hello. Không dẫn gái đi à? Đi lên đây dẫn gái tắm tiền chứ? Камера. Đây hả? Phát trực tiếp à? Ага. Yeah. Second lake, yeah? Экстрим.
Окей. Maybe I don't go here. Go. No, I'm But here scared. not difficult. Just Yeah, it's not difficult, really. Oh my god, I'm scared of the heat very much. Look, look, look. I went Oh! My shoes. where? Careful, careful. О, потерял Careful. тапок. No. Надо закрытую воду. Just like in the movie. Oh, yeah. And I don't want to go there, okay? I wait you guys here. Okay, okay. I can't. But It's here- there. Really, I don't want to. I stay high very much. I wait you here. Okay, okay, okay. Shit. Здесь даже вот эти есть приспособленки. Блин, ну Илья, конечно, это все вообще не для тапок, ни хуя. Что-то как-то... Что у всех ноги вот так легко, я не пойму, блин. Что-то здесь как будто, видишь, одной не хватает. Не, ну тут по воде только идти. Так, куда? Да ну нахуй, там сумка глубоко, там глубоко, Илья. Вот это пи***ц так-то, блядь, ну ты прикинь, ну надо как-то перескакивать. Может Сумка-то. пешком, не глубоко. Илья, глубоко, Вон дно по пояс видно. я уйду. Вон дно видно. По пояс я уйду, я вижу. На эту-то вставай ногу. Ну все, иди тогда там, снимай. Я чуть не ебался нахуй опять. А вот теперь-то мне как перепрыгнуть? Там как бы многовато. Так, раз, два, три, опа. Так, здесь, ну... Максим, заползай тогда дальше. А ты чё? Я не пойду, куда я? Чё? Заползай туда. Ты типа меня одного отправил? Да, и обратно пойдем. Хуя ты, блядь, Алёша. Блядь, вот здесь тоже опасно. О, Максим вот так эпично пошел туда. Ну, думаю, дальше нет смысла ему идти. Тем более у нас уже батарейки садятся. А вот здесь вот такой водопадик небольшой. И вода скатывается дальше по горной реке. Вот там, где вьетнамцы на тарзанках купаются. Вот это третье озеро. Вот и называется Бахо. 3 озера. Вот у нас там и Тили тоже. Сейчас посмотрим, как там Максим далеко уйдет, что он там наснимает дальше. Подождем его пока здесь. Вот и Максим подошел как раз, вернулся. Наверное, там не так-то просто и гулять. Камни тоже скользкие могут быть. Когда сухие, они еще нормальные, цепляются, но не сильно. Вот я уже чувствую, что у меня скользит. Выше по реке подъем в гору не предназначен для туристов. Туда можно, конечно, попробовать пройти, но это уже путь для подготовленных экстремалов. Скорее всего, там тоже есть какие-то водопады и есть где искупаться, но подъем туда не оборудован. Для обычного посещения этих 3 уровней предостаточно, поэтому мы спускаемся ниже, туда, где оставили Тилли. Здесь такие тарзанки, можно прыгать. Давай, покажи как. Прыгай! Да ты чё? Ты же мог врезаться сейчас. Я проверю. Jump to water. Jump.
За ногу. Oh my God! Give him leg. I like this feeling, but I have to. Тут вообще мелко. Здесь следят за безопасностью еще. Человек тут с рацией ходит, так что здесь не заблудиться. И если как-то поранишься, то он проследит. Вот он сейчас за нами тоже наблюдает. Hello. В беде не оставит. Все здесь предусмотрено, нормально в общем. Не зря за вход платишь, все здесь облагораживают, следят, смотрят. До третьего озера тоже трудновато тут получается. Между вторым и третьим переход трудноватый. А до первого озера вообще нормально, легко можно добраться. Без всяких проблем. Любой ребенок доберется. Вон Максим там карабкается. Тили там идет, спускается. Esta brisket. Na bajo. Вот это первое озеро. На третьем озере мы были, не купались. Потом на втором были. И вот это первое озеро, в принципе, на котором можно остановиться и дальше уже не ходить. Мы вам показали все три озера, но вы можете дальше первого не ходить. В принципе, ощущения те же самые. Можете просто посмотреть видео, приехать сюда и купаться в этом первом. Ну, на втором там тарзанка есть, и, в принципе, тоже можно дойти. А до третьего и дальше можно уже не ходить. Вот первое озеро. Без тарзанки, самое популярное. Именно здесь купаются все. Вот с этого камня все прыгают, около этого водопада. Прикольно. So they said they have colorful stone. I thought it's natural. But look, you ask. What the fuck? Вот так выглядят цветные камни. Тили хотела на них посмотреть, и тут просто чуть-чуть разукрашенные камни. И ничего особенного вообще. Ну а сейчас напоследок мы еще прокатимся здесь на лодочках. Они реально бесплатные оказались. Мы когда сюда заходили, спросили про это. Здесь есть катамаран и вот такая лодочка. Зелененькие, маленькие. Лодочка на одного, катамаран на двоих. Максим поплыл. Да, сейчас Тили сядет и прокатится. Okay, don't scare. But here broken behind you. Really? Is it good? Không sao, không sao. Không sao, không sao. Ở dưới nó có miếng lót ở dưới, nó không chìm được kìa. Do you know how to pedal? Right, good. Bên đây luôn, bên đây luôn, bên đây. You Cho nó like quay lại xong rồi. real Indian. Rồi, Stronger. rồi chìm anh đó đấy. Rồi bên đây.